Ничего себе, что тебя ожидает. Все радикально изменится. Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Будем разбираться, какие же события тебя ожидают. С вами Вика, мои любимые мальчишки. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. Самые стойкие, кто досмотрит видео до конца, получат бонус в конце видео. Итак, давайте смотреть, в каких энергиях вы сейчас находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Знаете, вот вы, многие, подвергались своей жизни магическому воздействию. Я вот начинаю сразу с такого трэша, да, потому что сразу же мне это и показано. У кого-то это было раньше, возможно, вы уже делали чистку. У кого-то однозначно есть сейчас. Поэтому, если вы чувствуете, что что-то не то, что-то не ладится, да, может быть, это постоянная черная полоса, у кого-то может проиграться, что вы не можете длительное время личную жизнь устроить, да, там по здоровью вообще непонятно, что творится. У каждого это может быть очень по-разному. То лучше, конечно, обратиться и все-таки сделать диагностику и чистку, потому что как я уже не раз рассказывала, что магия это как какая-то невидимая стена, это как барьер, который мешает вам жить, любить, творить и развиваться. И от этого нужно избавляться. Да, есть скептики среди вас, но тем не менее, даже иногда скептики наступают на свои сомнения, а потом удивляются, какой результат. Поэтому, ребята, всегда, чем могу, помогу, добро пожаловать, обращайтесь. Вы человек, наделенный очень хорошей интуицией, и даже многие из вас могут быть довольно неплохими магами. У нас, кстати, все чаще начинает это проявляться в сигнификации, этот момент. Поэтому, ребят, я понимаю, что меня многие смотрят, да, постоянные зрители, я имею в виду, то все больше мне показывают, да, это как будто вот Таро постоянно вам подает знак. Вот, ребята, кто чувствует, может быть, у кого-то по родовой линии есть маги, там, колдуны, целители, у всех по-разному. Занимайтесь, это вам как будто знак, да? Потому что, ну, я заметила, ну, я думаю, и вы заметили, что все чаще вот как-то это выпадает у нас с сигнификацией. Здесь такой слет магов, ну, маги, которые потенциальные, которые еще до конца не развили свои способности. Поэтому дерзайте. У вас есть очень неплохие такие, ну, уже даже умения есть. И, ну, то, что чуйка, это само собой. Но я думаю, кто-то из вас уже даже практикует потихонечку, но вы это особо не афишируете. Вы человек, который очень любит ночное время. И неважно, вот сова вы, не сова, да, но вот как-то ночь это ваше время во всех отношениях. У кого-то открывается второе дыхание. Кто-то любит, да, ночью, может быть, погулять, побродить, кто-то еще чем-то заняться. Ну, то есть у всех по-разному, но очень любите. Может быть, любите даже за звездами, за луной наблюдать, гулять по лунной дорожке. Ну вот ночь – это ваше время суток. Напишите, ребят, кстати, давайте сделаем опрос. Вот вы любите ночью реально там что-то творить, может быть, читать, может быть, работает кто-то ночью. Вот что вы делаете ночью? Только не пишите, что я сплю. Хотя, в принципе, можете писать. Для продвижения канала можете даже писать, что я сплю ночью. Мы сейчас посмотрим, много ли из вас таких вот полуночников. Вы человечек, которого, ну, не назовешь, что вы прям, ну, слишком уж шустрый. Вы любите спокойствие, вы любите покой вот именно во всех его проявлениях, и душевный покой. И когда дома все хорошо, вам этого не хватает порой покоя, да, потому что приходится суетиться, хочешь не хочешь, а все равно приходится решать какие-то проблемы.
и у многих из вас проблем поднакопилось, да, приходится это все разгребать. Вы раньше были, ну, живчиком, вы таким были активным, а вот сейчас, возможно, это ну, с таким взрослением, скажем, связано. Больше становитесь спокойный, кто-то, может быть, домоседом больше становится, кому-то хочется, ну, может быть, я не знаю, с книжкой там, либо же посмотреть фильм какой-то, вот просто побыть дома. Вы порой даже сами себе можете удивляться, потому что раньше вы таким не были. Окружающие тем более могут удивляться, потому что вы поменялись кардинально, вот со временем как-то. Вы человек, ух ты, что вы пережили в своей жизни. Либо же сейчас вот у нас проигрывается, что вы были вот, ну, чуть ли не в отшельниках, но это понятно, что вы в монахи не подавались, но это был период, когда вы, ну, практически либо же не коммуницировали, вот не хотели ни с кем общаться. Почему? Почему? Это связано с женщиной. Женщина вас довела до того, что вам не, ну, вам белый свет был не мил. Вам не хотелось никого видеть, ничего. Вы, возможно, даже какой-то период не общались даже с друзьями, с родственниками, либо же общались, ну так, очень-очень примитивно, там, привет, как дела, и то просто потому, чтобы не обижать, да, вот как-то не в охотку. Были проблемы, связанные с личной жизнью. Да, здесь женщина, ну, как всегда, она замешана. Ну, вы заметили, из расклада в расклад все, что негативное, но здесь без женщины не обошлось. Да, здесь конец отношений, ребят. И, знаете, вот почему-то мне сейчас пришла такая нехорошая мысль, я вот даже не знаю, озвучивать ее или нет. Ой, даже мне как-то тяжело стало. Вот с уходом этой женщины, с разрывом, с разводом, такая ассоциация почему-то у меня появилась, как будто у кого-то из вас жизнь, ну, чуть ли не остановилась, да? Вот я не знаю, я пытаюсь подобрать такие довольно, ну, деликатные слова, чтобы и не обидеть никого. Но вот как будто в прямом смысле вас самого, ну, по ощущениям, да, как будто вас самого не стало с этим разрывом. Было настолько тяжело, что, ну, здесь нужно было вас спасать. В моральном, в психическом плане вас нужно было спасать. Помощь вам предлагали, но вы не все принимали пошлость, да, вот это я уже договорилась. Помощь не все принимали. Тяжело было, очень и очень тяжело. Ну, давайте-ка смотреть, мои любимые мальчишечки. Что же у вас изменится в жизни? Авось перевернется грузовик с пряниками и на вашей улице. Так, ух ты! Ух ты! Смотрите, ребят. У кого-то из вас, опять же, я повторяю, у кого-то, да, потому что вы все, что я буду говорить, разные ситуации переворачиваете под себя, кому что подходит. Смотрите, стабилизация вашей жизни. У кого сейчас, может быть, какие-то проблемы, финансы, работа, там личная жизнь, неважно. Вот ваша ситуация решится как будто сама собой. Вот высшие силы выведут вас так, что вот просто как по маслу пойдет все, что вы задумали. Если это были, допустим, финансовые проблемы с работой, вам вот, ну, реально, это какая-то мистика, вот как будто свыше приведут человека, либо же еще какую-то помощь. Может быть, кому-то объявление попадется в газете, да, там, либо в интернете, про вакансии разные, да, если вы ищете работу. Вот будут создаваться такие ситуации, и вам будут, ну, на блюдечке прям посланы люди, которые вам будут помогать. И ваши ситуации будут решаться легко и просто. Даже те ситуации, в которых вы, может быть, уже отчаялись, может быть, думаете, все, я не смогу, я не вырулю, не получится. Нет, получится еще и как. Будете балдеть, радоваться от того, что вы добьетесь. Это как будто, знаете, сбывается что-то такое несбыточное.
Еще, знаете, вот, ребят, что я вам бы сказала? Кому из вас на работе сказали, что вот готовься к увольнению, ну это сейчас такой не очень приятный момент, я скажу, кому сказали, готовься к увольнению, может быть, реорганизация будет, либо еще что-то. Но здесь могут, знаете, здесь химичить могут что-то, шухер-махер как-то сделать. И, ну, я не знаю, может быть, у всех по-разному. Выходное пособие, либо как называется, да, ну, то есть то, что они должны выплатить при увольнении. Но здесь сумма будет значительно меньше, чем вы ожидаете. Поэтому будьте бдительны, будьте начеку. И, ну, может быть, где-то подэкономьте, да, потому что пока вот найдете новую работу, она-то найдется быстро. Просто я говорю, что вот именно те, кто будут увольняться, здесь могут, ну, намахлевать что-то не очень хорошее. Вас-то выведут вот высшие силы, но этот период нужно немножко будет пережить, поэтому денежки подэкономьте. Далее. Ребята, которые связаны с формой, с армией. Ну вот здесь будьте очень осторожны. А здесь я даже не знаю, вот как подобрать слова. Будет очень-очень громко и очень-очень жарко. Я не хочу даже озвучивать, но берегите себя в любом случае. Хотя, знаете, здесь еще может быть ситуация, когда будет казаться, что все трэш, капец просто. Но все меняется, вот ситуация меняется там, где вы находитесь, молниеносно. Приходит помощь, если это нужно, да, появляются нужные люди в нужном времени, где-то кого-то, может быть, спасают, да, помогают там, ну, разными там штуками вот этими военными, я не буду это все озвучивать, понимаете? Но то, что беречь себя и беречь, кто рядом находится, это факт. Вообще, я всегда советую руну Альгиз. Можете загуглить, что такое руна Альгиз. Она всегда оберегает. Ее рисуют на себе, на доме, да, там, на машине. Когда на вас есть руна Альгиз, вас оберегают высшие силы. Многие ребята это знают. И те, кто ко мне на личные расклады обращаются, я всегда ребятам в форме говорю, рисуйте там, где вы находитесь, на себе рисуйте. Руна Альгиз. Посмотрите в интернете. Она похожа на куриную лапку. Там буквально 3 палочки, ничего сложного нет. Поэтому пользуйтесь. Это, ну, такая безопасность и поддержка от высших сил. Кто-то из вас идет на повышение. Смотрите, как меняется, да, то есть кого-то увольняют, кто-то идет на повышение. Ну, это, в принципе, это все взаимосвязано. Это то, что я говорила, да, может быть, кто-то из вас и хотел пойти на повышение, но все застопорилось. Так вот, ребят, если вы хотели, вы станете и начальником. Вот будет все складываться очень-очень успешно. Кто-то из вас решит пуститься во все тяжкие. Ну, это, я думаю, скорее будет резонировать, наверное, с более молодыми мужчинами. Хотя, в принципе, есть и взрослые шалуны, да? Но вот захочется вам как-то поменять свою жизнь, вот именно разнообразить свою личную, интимную даже жизнь. Потому что могут быть такие мысли, что ну елки-палки, сколько можно ждать, сидеть, да? Потому что опять-таки вы и отчаялись кто-то. У кого-то было длительное воздержание. Так вот, среди вас будут те, кто плюнет на все и скажет, елки-палки, я хочу женской ласки. Вот хочу, ну прям не могу, просто умираю. Бобик уже чахнет. Бобик уже там, я не знаю, от голода помирает. Поэтому, кто захочет, дерзайте. Главное, мальчики, не забываем на Бобика одевать намордник, потому что как бы Бобик может начать кашлять, болеть, и потом хлопот не оберешься. В современном мире вы знаете, что происходит. Кулечек намотали так на Бобика, да, скотчем так залепили его, и все, и Бобик работает. Погнал в будочку. Ну, это я шучу, это я просто вспомнила когда-то, ухахатывалась, конечно.
передача была, ну, я так, пару минуточек для хохмы, да, я знаю, что вы любите посмеяться так. Значит, подросток, ну, лет 15, может быть, и там про контрацепцию было. И вот у него ведущий спрашивает, говорит, какие виды контрацепции ты знаешь? Он говорит, кулек. Все, конечно, выпали в осадок. Говорит, ну а как, намотать кулек, потом там залепить скотчем. Я как представила эту картину, конечно, я долго смеялась. Думаю, теперь посмеетесь вы. Ну и лайфхак. А вдруг этот кулек кому-то пригодится, ну, правда, Бобик может задохнуться. Ну, сделайте в кулечке дырочки, да, так иголочкой, так. Мальчик, девочка в кулечке, да, так проткните, и будет вам счастье. Так, посмеялись и погнали дальше. Видите, какая я хорошая девочка, правда? Я вас и веселю. Со мной не соскучишься. Представьте, какая я в жизни, да? Вообще не соскучишься, вообще. Так, ну что, мои мальчишки, работы кому-то из вас добавится. Причем можете даже поменять свою сферу деятельности, поменять кардинально. Кто, может быть, занимался умственной работой, пойдете, ну, может быть, даже на рабочую профессию, потому что она будет более выгодная, более лучшие условия. Да, там придется впахивать, но денежки будете зарабатывать побольше и довольно неплохо. У кого-то из вас решится такой, ну, глобальный конфликт, может быть, да, если вы с кем-то там поругались. Причем человек сам начнет как-то с вами мириться. Поездочка вас ждет, поездка очень такая приятная. У кого-то это романтик, может быть, да, вот если появится новая женщина, потому что общий расклад. Я просто в общем говорю события, а вы, естественно, под себя переворачиваете. Поездка, которая принесет очень много ощущений, очень много впоследствии воспоминаний приятных будут. Ну и, конечно же, это будет такое место, даже где, может быть, вам хотелось раньше побывать, но вы не могли, либо же финансово вам не позволяли, либо еще что-то. Ну да, здесь может даже, ребят, у кого появится либо новая женщина, либо же вы уже познакомились, да, вы можете поехать даже в романтик. Это будет такое страстное время, шикарное такое время. Ну, денежек, конечно, уйдет многовато, но тем не менее будут незабываемые ощущения, понимаете? Кто-то из вас, ну, явно станет богаче, ребят. Вот если... Опять же, это может быть связано, вот кто-то станет императором, да, это может быть связано с повышением, это может быть связано с тем, что вам там долги отдадут, кому-то премию дадут, у кого-то заморский дядюшка пришлет, я не знаю, там наследство от него осталось, там еще что-то. Ну, вот то, что я смотрю по раскладу, у вас вот почему-то вот в сегодняшнем раскладе больше акцент идет на улучшение финансов. Вот если раньше было там на личную жизнь, здесь тоже будет, конечно. Но сейчас вот решение именно рабочих финансовых проблем. Те из вас, кто сейчас находится в страданиях, переживаниях, встретят свою новую любовь. Эта любовь будет взаимная, эта женщина будет для вас надолго, это будет ваш такой свет в окошке. Кто-то из вас решит поставить точку в отношениях с корыстной женщиной. Вы давненько уже подозревали, что она либо же изменяет, либо врет, что она с вами ради какой-то выгоды. Здесь придется поставить точку. Причем эта точка будет, ну, довольно тяжело вам даваться, потому что все-таки женщина была вам дорога, но придется это сделать, потому что отношения не развиваются, пропасть между вами становится все ближе. Но то, что вы, даже те, кто разойдется, ребят, ну вы посмотрите, вы будете влюблены, и я думаю, совсем скоро. Вот в вашем случае, кто захочет разводиться, расходиться, разводиться, неважно. Вот вам высшие силы просто, ну, я думаю, в самое ближайшее время пошлют новую женщину и новую любовь.
Вот вы, кто разойдется, слишком долго грустить не будете, потому что ну, у вас уже столько этого осадка накопилось. Вы уже так устали от стрессов хронических, вы так уже устали от какой-то ненужности, да, что вроде бы и женщина есть, а вроде бы вы и один. Поэтому, да, какой-то период немножко вы погрустите, но очень быстро в вашей жизни появится таблетка от одиночества в виде новой женщины. Кто-то из вас познакомится с женщиной в дороге. В дороге. Это может быть как командировка, так и отдых. Может быть, вы куда-то к родственникам поедете. Ну, то есть в дороге вы встретите свою половинку, четвертинку. Причем вы примете очень серьезное решение быть с ней. Женщина настолько вам сильно понравится сразу же, что вы ну, всеми правдами и неправдами будете ее добиваться, там брать телефончик, назначать свидание и так далее. Ну и готовьтесь к свадебке, мои дорогие. Десяточка кубков, как правило, означает свадьбу. Может даже ребенок у кого-то родиться, если вы того захотите, если возраст, там, возможности позволяют и так далее. И знаете, вот так много кубков у нас стоит. И о чем это? Это о том, что вас будут переполнять столько позитивных эмоций. Это о том, что ваша новая женщина, она вам подарит, ну, всего лишь радость и счастье. Это не будут напряжные отношения. Это не будет какая-то стерва, которая была раньше. Простите за мой французский. Это будет женщина, с которой вам будет очень и очень комфортно, которая будет дарить вам море радости, покоя и поддержки. Вам просто будет хотеться идти домой, а не сбегать куда-нибудь в гараж, посидеть с рюмочкой чая с друзьями, да, только бы ее не видеть. Хоть бы она одела противогаз, да, чтобы ее хоть не видеть. Поэтому вот такие пироги, мои хорошие. Давайте посмотрим для самых стойких, кто досмотрел видео до конца. Посмотрим совет карт. Что же вам советуют? Ну, однозначно у кого-то из вас будет лялечка, ребят. Не пугайтесь, вам рожать не придется, поэтому даже не переживайте и не балуйтесь. А то сейчас начнете, что вот снова рожать, да? Нет. Однозначно, ребят, вы посмотрите, сегодняшний расклад больше вот как-то про деньги, про финансы, ну, немножко про любовь, да. Но многие из вас станут более обеспечены. Вот как ни крути, я не говорю, что все станут миллионерами, но то, что совет не отчаиваться, особенно тем, кто сейчас может быть в плачевном финансовом положении, у вас будет стабильный доход, стабильная работа и, в общем-то, много чего вы себе сможете позволить. Даже лялечку, мальчики, вы представляете, у кого будет девочка, Вика назовете. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!